После конфликта мужчина исчезает. Он не кричит, не спорит, просто вот замолкает на несколько часов, на несколько дней. И окружающие говорят, что не дави на него, ему нужно просто время, мужчины так устроены. Но есть здесь одно но. Пока он молчит, ваше тело не молчит. У вас есть напряжение в теле, вы прокручиваете эти все разговоры, вы пытаетесь вернуться к этому спору, вы находитесь в напряжении. Сегодня я расскажу о том, чем отличается нормальная пауза после спора, которая нужна нам для того, чтобы прийти в себя и вернуться к какому-то конструктивному диалогу. И, собственно, вот это молчание, которое используется другим человеком как способ давления на тебя, как способ твоего истощения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о том, в чем же разница между здоровой паузой и молчанием, которое со временем становится способом психологического давления на вас. Если эта тема вам интересна, можете сразу поставить лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Вот первая важная вещь, которую стоит сказать, что не каждая пауза это обязательно абьюз. Человеку иногда необходимо время, чтобы успокоиться. И у всех людей разная нервная система, разный темперамент, разные характерологические особенности. Одному человеку нужно час, чтобы успокоиться, второму вечер. Но вот чем отличается такая здоровая пауза после конфликта от, собственно, манипулятивного какого-то такого молчания? Вот эта здоровая пауза всегда имеет три таких вот критерия. Человек говорит о том, что мне сейчас нужно сделать паузу. Есть какой-то конкретный срок, насколько это пауза, и человек сам возвращается к разговору. То есть, грубо говоря, если вы спорите с мужчиной, и он говорит: послушай, дорогая, сейчас уже голова квадратная, вечер, мы с тобой сейчас куда-то спорим, куда-то не туда, давай до завтра возьмем тайм-аут, и завтра на свежую голову договоримся. И вот если завтра он возвращается к разговору, то вот это была пауза. Это была ситуация, когда человек готов решать вопрос, но при этом он прислушивается к своим возможностям. В данный момент он просто не вывозит решать эти сложные задачи. Вот это пауза. Вторая важная вещь, на которую стоит обратить внимание, это вот это молчание является регуляцией эмоций человека или это молчание, чтобы вас наказать. То есть человек молчит, чтобы успокоиться, чтобы как-то эмоции улеглись, и он смог вернуться к диалогу с вами, либо он молчит, чтобы вас наказать. То есть если человек долго будет молчать, вы в какой-то момент попросите его уже: давай с тобой разговаривать, у вас будет слабая переговорная позиция, вы, скорее всего, будете уступать. То есть это что? Психологическое насилие или это попытка саморегуляции? Как это отличить? В общем, когда человек молчит, чтобы успокоиться, ему нужна пауза, чтобы немножко прийти в себя, то там внимание скорее направлено внутрь. Человек прислушивается к себе: достаточно ли я уже спокоен, чтобы опять начать говорить о волнующей меня теме, о которой сходу не удалось договориться. Если же вы понимаете, что это такое демонстративное молчание, еще часто говорят, это такое кричащее, очень громкое молчание, когда человек молчит по отношению к вам очень демонстративно. То есть вот вы находитесь в одной комнате с этим человеком, он молчит прямо просто энциклопедически он молчит. Вы где-то в другой комнате, вроде слышите, он там не особо уже и молчит. Опять подошли вы, опять он молчит. То есть он молчит по отношению к вам. Это такое это его молчание направлено на вас. Это такая наказывающая коммуникация. Третья важная вещь, на которую стоит обратить внимание, это что происходит с вами во время этой тишины. Потому что другой человек выбрал замолчать, а вы этого не выбирали, вы с этим столкнулись, и вам приходится как-то реагировать. Худшая ситуация — это когда, если другой человек замолчал, твоя жизнь как будто бы в этот момент останавливается, и ты начинаешь думать о том, что там происходит с ним, когда он там прервет это молчание. Начинаешь проверять мессенджеры, заходил он или не заходил, написал, не написал, придет он сегодня или не придет в какое-то место. Ты начинаешь... твои мысли, все помыслы крутятся вокруг него, и ты таким образом отказываешься от своей жизни. Если это происходит, это означает, что вот это молчание, оно собственно на тебя действует как вот такое психологическое давление. Ты полностью думаешь о другом человеке, ты не думаешь о том, что с тобой происходит. Четвертая вещь очень опасная, это ситуация, когда вы сами начинаете молчать о тех вещах, которые вас волнуют, чтобы не сталкиваться с его этим токсичным молчанием. Это появляется не после первого раза, не после второго, не после 10-го этого конфликта, когда другой человек своим молчанием начинает давить на вас. Но в какой-то момент вы, понимая, какие темы могут привести к конфликту, а потом к этому токсичному молчанию, начинаете потихоньку эти темы обходить. То есть
Вы молчите о важных для вас вещах для того, чтобы не столкнуться с его молчанием. В результате бывают такие пары, где вроде бы фактически все хорошо, люди не ссорятся, там нет никакого такого особого вот этого вот игнора, но просто женщина не говорит о тех вещах, которые действительно волнуют, потому что она не хочет столкнуться с этим ужасным леденящим молчанием. То есть она просто обходит те темы, которые ее волнуют, и оказывается в ситуации постоянной неудовлетворенности в этих отношениях. Потому что у нее есть какие-то потребности, об удовлетворении которых она не может сказать, нет возможности сказать в этих отношениях. Пятое, что я могу по этому поводу сказать, это давайте с вами разберемся, как же отличить одно от другого, как отличить паузу, необходимую для восстановления после какого-то конфликта или горячего разговора, от такого молчания, когда это такое насилие молчанием, абьюз. Первое, на что стоит обратить внимание, это может ли человек объявить о том, что ему нужна пауза, или он исчезает без предупреждения. То есть одно дело, когда человек говорит: послушай, давай сейчас этот разговор пока поставим на паузу, сейчас я не могу об этом говорить, давай позже к нему вернемся. И другая ситуация, когда человек там хлопнул дверью, бросил трубку, просто исчез, там, заблокировал вас. Дело в том, что в первом случае человек как бы отходит для того, чтобы взять паузу, а во втором случае он вас отталкивает. То есть это ситуация, когда человек бросает трубку, не знаю, хлопает дверью, ситуация, когда человек как бы разрушает отношения. Второй вопрос, на который стоит ответить, это человек потом вернулся к сути разговора или он сделал вид, что проехали. Понятно, что если человек вернулся к сути разговора, то он об этом думал, он это не вытеснял, он как бы продолжал эту тему пытаться решить, и вот он вернулся с тем, чтобы ее решить. Это конструктивное поведение. Если человек сделал вид, что ничего не произошло, то для него, значит, ничего и не происходило. То, что вы говорили о том, что вас что-то волнует, те какие-то споры, которые у вас были, для него это было просто такое какая-то подцапались, поссорились, и ладно, в общем, мне не важно. Я себе живу, как живу, мне другой человек не важен. И третий вопрос, это есть ли у вас такое же право взять паузу после того, когда вот у вас как-то там эмоции накалились. Потому что если другой человек заинтересован в том, чтобы вы договорились, то, конечно же, он за то, чтобы вы смогли тоже как-то остыть. Если другой человек использует свое молчание как свою такую эксклюзивную методику давления на вас, то, конечно, он будет абсолютно против того, чтобы вы тоже как-то брали какую-то паузу и давили на него. Поэтому просто посмотрите на то, можете ли вы в отношениях тоже взять себе паузу, замолчать, и как другой человек на это реагирует. Он это принимает или он это не принимает критически. Шестое. Что, собственно, делать в ситуации, если вот человек замолчал в ходе конфликта, а вам с этим не окей, вам неспокойно? Первое, очень важно говорить о том, что происходит с вами. Потому что вот когда, скажем, мужчина замолчал резко, женщина понимает, что она не договорила, у нее клокочут эмоции, и она начинает его расспрашивать, выковыривая как бы оттуда. Почему ты молчишь? Чего ты замолчал? Но часто бывает так, что когда другой человек замолчал во время конфликта, он замолчал, потому что он перегрузился, и он не может вам ответить, почему он замолчал. Он не совсем понимает, что с ним происходит. Поэтому в такой ситуации можно добавить таких вот я-сообщений. Например, когда ты молчишь, мне как-то, не знаю, неспокойно, мне тревожно, и мне важно прояснить, что между нами происходит. То есть вы больше говорите о том, что с вами происходит, вы больше с собой наполняете контакт, рассказывайте, что с вами происходит. Второе, что вы можете сделать, это предложить какую-то структуру. Например, сказать так, что послушай, давай мы сейчас с тобой там пару часиков как бы отвлечемся, переключимся, а потом вечером вернемся к этому разговору. То есть ваша задача предложить какую-то структуру, как выйти из этой ситуации. Согласится человек или нет, это другой вопрос. Но если вы предложите, вы уже сделали все, что от вас зависело. И третья важная вещь, нужно быть внимательным к своему эмоциональному состоянию. Потому что когда другой человек вдруг замолкает, это нормально, что у тебя повышается уровень тревоги. Предположим, мужчина не отвечает, у женщины повышается уровень тревоги, и что она делает с этой тревогой? Она начинает писать ему по 15 сообщений в минуту, что ты делаешь, куда ты пошел, начинает угрожать, потом просить прощения, еще чего-то. Такое поведение, естественно, усложняет всю ситуацию. Важно прислушиваться к тому, что происходит с вами. Например, я сейчас в этой ситуации раздражена, не знаю, гневаюсь, тревожусь, и еще как-то вот описывать, что с вами происходит. И у вас должен быть какой-то путь, какой-то наработанный способ, как с этими эмоциями обойтись. Потому что вы с человеком сейчас общаться не можете, потому что он замолчал. И вы оказываетесь в ситуации, когда вот как бы напряжение в вас непонятно каким образом можно разрядить. Очень важно, чтобы у вас были в доступе техники самопомощи эмоциональной, возможно, какая-то там альтернативная активность, каким образом вы можете справляться с эмоциями.
Если вы понимаете, что периодически бывает ситуация, что у вас эмоции переполняют, вы чувствуете себя как такая скороварка, которая вот-вот разорвется, и вы не знаете, что в такой ситуации сделать с собой, вы можете обратиться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылка для записи. Я работаю с людьми из разных стран. Пишите, разберемся. Потому что бывает из-за того, что ты не знаешь, каким образом успокоить себя в моменте, ты совершаешь какие-то ошибки, о которых потом жалеешь позже. Например, закидываешь человека кучей смс или принимаешь какое-то скоропостижное решение, о котором потом жалеешь. Для того, чтобы вот эта эмоциональная взрывчатость превратилась в эмоциональную устойчивость, иногда нужно просто понять и познакомиться с теми психологическими процессами, которые происходят с тобой быстрее, чем ты успеваешь на них вообще обратить внимание. Во время терапии это как раз очень удобно сделать. Если вы когда-нибудь сталкивались в отношениях с молчанием партнера, в том числе с таким токсичным молчанием, я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам эта тема кажется интересной, видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.